Ну что, друзья, новый день, новая неделя, новое утро, все тот же дождь за окном. Сегодня у нас что-то даже как-то похолодало, поэтому на мне свитер, и вот я готовлю себе опять обед. Традиционно у меня будет рис, и сделаю к нему пакет, ну не пакет, а салат с рукколой и помидорками. Закипает, слава индукционным плитам. Пока варится рис, о чем я хочу с вами поговорить, я хочу кратко, может быть, так описать историю, о которой я думала вчера, пока сидела, монтировала видео на это воскресенье. Наконец-то выйдет новый книжный завтрак в новом сезоне. Невероятный отклик получился на завтрак с Машей, за что я вам очень благодарна. Я рада, что вам понравилось это видео. В новом сезоне книжного завтрака еще будет больше новых интересных гостей. И в субботу, спойлер такой, выйдет завтрак с Ксенией Шульц, которая является автором и ведущей подкаста, который называется «Это непросто». Я думаю, если вы в Инстаграме ее видели, то вы знаете о подкасте, слушали его, невероятные темы, огромное количество крутых гостей, и я очень желаю Ксении развития, поэтому ссылку на это все вы сможете найти внизу в описании, да и я в прошлом году уже об этом подкасте рассказывала. И когда я его монтировала, как-то в моей голове, перечитывая профиль Ксении в Инстаграме, точнее, описание профиля и слова про то, что она перепридумывает свою профессию, возникла в голове мысль, над которой я думала еще прошлой осенью, над которой очень сильно думала, когда я находилась в своих депрессивных периодах жизни, и я очень много времени в это время пребывала в прошлом, в тех вещах, которые я сделала, и я поняла, что одна из самых главных ошибок нашей жизни, которую мы можем сами себе позволить, но лучше бы, конечно, не позволяли, это фокусироваться на прошлом и позволять прошлому, скажем так, определять нашу дальнейшую жизнь. Я большой любитель опытов разного рода, и я считаю, что мы можем очень многому научиться у самих себя, оглядываясь назад, но пребывать постоянно в этом назад — это очень плохая идея. Во время своей вот этой супер темной жизненной полосы, назовем это так, я была в какой-то степени очень обижена на свою маму. И мне казалось, что все мои социализационные проблемы исключительно ее вина, что мы так мало социализировались в детстве, и я не видела каких-то тесных дружеских отношений в рамках семьи, и мне было очень тяжело из-за этого всего, и я думала, что все. Вот я вот так вот выросла, и ничего уже больше не поменяется. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что, скорее всего, все эти слова, они были очень жестоки по отношению к моей маме, которая в детстве делала для нас с сестрами просто все, что она могла, на, скажем так, пределах своих возможностей, и за что я ей очень сильно благодарна. И потом, постепенно выходя из этого своего депрессивного периода, я поняла, что ну и что? Это не должно определять меня в настоящем, и мне нравится коммуницировать с людьми, и книжные завтраки, и подкасты, интервью, которые я сама делаю, интервью, которые я даю кому-то. Для меня это радость невероятная, я люблю общаться с людьми, я люблю коммуницировать с людьми, и я вот вбила себе вот эту историю из детства в голову, что нет, у тебя там не будет нормальных друзей и так далее, никаких тесных, близких контактов, потому что ты вот не можешь показать всю свою жизнь целиком и так далее. И это оказалось настолько неправдивой историей в какой-то степени, и я это понимаю сейчас очень сильно. И, наверное, это была такая основная какая-то идея, над которой я думала вчера вечером, лежала в кровати, уснуть не могла, в выходные лежала, не могла уснуть, просто вот реально я думала над этими словами про то, что прошлое не должно определять вашу жизнь. В принципе, никакие лейблы не должны определять вашу жизнь, как мне кажется. Ничего не должно определять наше будущее, кроме настоящего момента и того, что мы делаем в настоящий момент. И оглядываться на свои какие-то прошлые ошибки и так далее стоит только с положительной точки зрения, посмотрев, что ты можешь извлечь из этого опыта. Вот о чем я думала, когда монтировала книжный завтрак с Ксенией, который выйдет в воскресенье. Честно вам скажу, не знаю, чего вообще эти мысли закрались мне в голову внезапно, когда я монтировала этот влог. И вот мне захотелось этим с вами поделиться. Я не знаю, насколько вообще логично было то, что я сказала, но мне кажется, что-то там вот такое есть, что можно взять и на что можно душой своей в какой-то степени откликнуться. Если кратко описывать, не позволяйте себе застревать в том, что
вы сами о себе думаете в своей голове, потому что иногда это не то чтобы реалистичное представление, возможно, вы уже поменялись, а вы по-прежнему думаете о себе, как о той девочке, которой там было тяжело и грустно, когда ей было 13, 14, 15 лет, она переживала свои всякие первые разбитые сердца и прочую всякую такую мутатень. И вообще тут недавно слушала выпуск у Ксении, который в подкасте был в конце 2018 года вышел, я поняла, что я ненавижу на самом деле подкасты. Вот что я слушаю, какой-нибудь там Love Sugar или какие-нибудь подкасты New York Times, что я слушаю Элину и Марго, или Царапину, или вот Ксению, я ненавижу подкасты, потому что мне хочется тоже задавать гостям авторов подкастов, надеюсь, там с согласованием все ок сейчас было, вопросы, я хочу узнать у них больше, чем то, что они дают в рамках этих подкастов, мне хочется ближе узнать этих людей в какой-то степени, потому что гости зачастую очень интересные, и это какой-то просто ужас, но вообще прекрасное настроение, только что съела свой божественный рис с божественной рукколой, вот так вот. Это было настолько вкусно, что вы можете заметить, я ничего не оставила. Но вообще этот месяц, он прям дарит мне какой-то заряд новых мыслей и идей, и это меня не может не радовать. Потому что я даже просто думала о взаимодействии с людьми, и в какой-то момент я поняла, что я раньше очень боялась коммуницировать с новыми людьми, я вам про это говорила, но для себя я поняла в прошлом году, что новые люди, которые нам на нашем пути встречаются, которых мы сами приводим в свою жизнь или которые в какой-то степени сами являются нашей жизнью, это не что-то, чего стоит бояться, потому что эти люди могут нам открыть какие-то совершенно новые грани нашей жизни, они могут быть нашими проводниками в какой-то степени в новые разделы этой самой жизни. Новые люди — это новый опыт, скажем так, и наши испытания, поэтому если вы боитесь общаться с людьми, ну, например, вы чувствуете, что вы хотите это делать, пробуйте. Just look at me и пробуйте, потому что я попробовала, и мне понравилось. Звучит это, правда, немножко как реклама каких-то наркотических веществ, но да, ну, люди как наркотик действительно бывают тоже иногда. Бывают такие люди в нашей жизни. Я в этом месяце, кстати, помимо того, что участвую с своими сестрами в книжном клубе, я еще читаю The Seven Husbands of Evelyn Hugo с двумя девочками из Колумбии, с которыми у нас тоже книжный клуб, мы познакомились в прошлом году, и вот я как раз недавно начала читать ту книгу, ведь 4%. А это я называю «Как выглядит iPad Ульяны после зачетной недели». Добро пожаловать на клиническую психологию, йоу! Обожаю. Simple Plan — это лучшая группа вселенной. Если бы я попала в какое-нибудь жуткое место, где ты был зациклен с музыкой одного только исполнителя до конца своей жизни, я бы хотела, чтобы это был Simple Plan. Like, лучшие канадцы ever. Я не могу перестать слушать, и я обожаю эту песню Jet Lag, потому что у нее есть 3 версии, если не ошибаюсь. Англоязычная, на французском, видимо, для франкоязычной части Канады, и на китайском, и это просто невероятно. Я думаю, что одна из моих самых любимых версий как раз-таки на французском. Пришло время постепенно заканчивать этот влог, и на самом деле я тут смотрела вопросы, которые у меня остались после того, как я сделала PJ13 на прошлой неделе, и там было 2 вопроса, очень мне понравились. Главный жизненный урок 2018 года, и Арина спросила, о чем я жалею, что я не успела в 2018 году. Я подумала, что под конец видео как раз оптимальненько будет ответить на эти вопросы, и главный урок, жизненный урок для меня, наверное, это вот эта схема противопереживательная, потому что я очень-очень-очень много переживаю, а в 2017 году я поняла, что да, в принципе, и не надо. О чем я жалею, что я не успела, честно говоря, вот возвращаясь к тому, о чем я говорила в начале этого видео, не скажу, что я о чем-то жалею, что я не успела, потому что я не успела, но что я очень хочу, я непременно сделаю в этом году. Такие будут, наверное, мои ответы на эти вопросы. Жизненный самый главный урок — это, да, сохраняй спокойствие, вот.
так я сформирую этот урок. На сегодня это все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если вы для себя что-нибудь тоже вынесли крутое в 2018 году, если вы согласны или не согласны с моим тезисом, озвученным ранее, про то, что прошлое не должно определять наше будущее в полной мере, мы не должны зависеть от каких-то там родителей виноваты, детские ошибки, привет, дядюшка Фрейд и так далее, можете тоже в комментариях поделиться своими впечатлениями. Я была очень рада сегодня с вами пообщаться. Опять же, друзья, просто наслаждаемся жизнью и топаем дальше, двигаемся к своим целям и прочие подобные штуки. Ну а на сегодня это все. Куча полезных ссылок, которых, наверное, сегодня нет в влоге. По традиции внизу в описании. До скорой встречи на моем канале. Не забывайте искать меня в Инстаграме и слушать мои чудесные музыкальные плейлисты на Яндекс.Музыке. На сегодня это все. Пока!